Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Shoni Style. Сегодня мы с вами будем вязать идеально ровный круг с помощью столбиков без накида. Я возьму вот такую пряжу Yarnart Jeans Plus номер 35. Довольно такая толстенькая пряжа. По сути, это пряжа Yarnart Jeans, но в два сложения. Чтобы сделать идеально ровный круг, нам нужно в каждом ряду делать прибавку из 6 петель. Мы начнем вязание с кольца амигуруми. Обматываем вот так вокруг пальчиков. Подхватываем ниточку вот таким образом и делаем воздушную петлю. Для моей пряжи я буду использовать крючок 3,5 мм. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем ниточку очень аккуратненько. Вот так затянули. 1, 2, 3, 4, 5 и шестая наша вот эта петелечка. Теперь, чтобы нам понимать, где у нас начало ряда, здесь мы проложим маркер. Маркер можно использовать любой, можно использовать пластиковый. Я буду использовать маркер нитяной. Для нитяного маркера нам понадобится ниточка контрастного цвета. Кладем ее вот сюда. Вот наше вязание. Наша рабочая ниточка. Кладем вот сюда. Теперь в следующем ряду нам надо сделать 6 прибавочек. То есть у нас было 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь в каждом столбике нам нужно провязать 2 столбика без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4. Должно получиться 12 петель всего в ряду. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь наш маркер перекидываем вперед. Вот таким образом, чтобы эта петелечка была у нас доступна. Дальше в следующем ряду мы делаем также 6 прибавочек. Мы будем провязывать один столбик без накида и одну прибавку. Один. Следующий столбик провязываем прибавку. 1, 2. Дальше вяжем 1 и прибавку. 1, и прибавку. 1, 2, 1, и прибавку. Мы почти довязали первый ряд.
Делаем прибавочку. Вот так у нас получается. Мы перекидываем маркер. В следующем ряду мы поступаем таким образом. Мы вяжем 2 столбика без накида и делаем прибавку. Один, 2 и прибавка. Один, 2 и прибавка. Один, 2 и прибавка. Один, 2 и последняя прибавка в этом ряду. Сейчас это не очень похоже на круг, сейчас это больше похоже на шестиугольничек, но дальше мы все исправим. То есть нам сейчас нужно довязать до того размера, который необходим. Я хочу связать диаметром примерно 10 сантиметров, где-то вот так. Смотрите, в этом ряду мы делали 2 столбика без накида и прибавку. В следующем ряду мы будем делать 3 столбика без накида и прибавку. И так в каждом ряду увеличиваем каждый раз. Сначала у нас будет 3, потом 4 прибавка, 5 столбиков без накида и прибавка и так далее. Сейчас наше вязание не очень похоже на круг. Каким образом можем эту форму скорректировать? Мы можем провязывать, допустим, через ряд, делать прибавку не вот тут в уголочках, как у нас идет по нашей схеме, а провязывать где-то, например, прибавочки посередине. Но это немножко сложнее, это надо считать каждый раз и не ошибиться. Либо можем скорректировать это в последнем ряду нашего вязания. То есть мы довязываем до необходимой нам величины и в последнем ряду это скорректируем. Это не будет заметно. Давайте довяжем до необходимой нам величины. Я покажу, как это скорректировать. Довязывайте самостоятельно. Встретимся в предпоследнем ряду. Вот такой размер у меня получился. Я связала всего 9 рядов. В первом ряду мы связали 6 столбиков без накида. Во втором ряду у нас было 6 прибавочек. И дальше мы прибавляли по одной петелечке. То есть была одна петелька и прибавка. И так далее. То есть у меня сейчас в 9 ряду 7 столбиков без накида было связано и одна прибавочка. В следующем ряду мы будем скруглять наши вот такие уголки, чтобы наш круг был похоже все-таки на круг, а не на шестиугольничек. В моем случае у меня должно быть в следующем ряду 8 столбиков без накида и одна прибавочка. Нам нужно провязать прибавку таким образом, чтобы она была примерно посерединке, где-то вот здесь. То есть я буду вязать сейчас 1, 2, 3, где-то 3 столбика без накида и прибавку. Вяжем 1, 2, 3. Теперь мы делаем прибавку. И дальше мы продолжаем. 8 столбиков без накида и прибавка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавочка у нас опять будет где-то примерно посерединке. Прибавочка пошла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 и прибавка. Довязываем до конца ряда и потом встретимся с вами и посмотрим, что получилось. Смотрите, вот так у нас выглядит вязание. Вот здесь у нас начало ряда. Я связала 8 столбиков без накида. Сейчас я буду делать прибавку. Она у нас опять будет посерединке, между вот такими клинышками здесь. Делаю прибавку. Сейчас мы довязываем до начала ряда 5 столбиков без накида. Почему 5? Потому что здесь мы вязали уже 3. То есть 8 минус 3 будет 5. То есть между прибавочкой мы вязали всего 8. Значит, здесь мы довязываем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все, мы дошли до начала ряда. И здесь нам нужно провязать соединительный столбик. Вот так аккуратненько его провязываем. Отрезаем нить. Я обрезать нить не буду. Вы вот здесь обрежете, и будет все ровненько, аккуратненько, красиво смотреться. Если вдруг он у вас немножко волнится, можно очень аккуратненько пройтись по нему утюгом, и он будет совсем ровненький. Чтобы придать еще форму, можно немножко растянуть, вот таким образом. Вот такая красота у нас получается. Если вам нужен только круг, вы можете обрезать нить и закрепить ее. Пишите в комментариях, какие мастер-классы вы еще хотели бы видеть на моем канале. Спасибо за просмотр, всем пока!